ветер поднялся, наверное, как на Эвересте. Дует страшно. Все, пришел туман. Куда выходить вообще неизвестно. Утро началось сегодня спокойно. В небе лишь легкие облака. Никаких признаков плохой погоды. И мы решили отправиться в горы. На один из самых известных курортов Пиренеев – Бакейро-Берет. План был простой – подняться на высокий склон, пройтись пешком до горного озера и насладиться шикарными видами. Погода с утра располагала, тепло, тихо, чуть облачно. Даже когда мы подъезжали ближе к горам и тучи начали немного собираться, это не вызвало у нас беспокойства. Все шло по плану. Начало казалось идеальным, и мы еще не знали, что ждет нас дальше. Очередной день нашего путешествия. Мы приехали, собираем палочки и пойдем в поход. Чем хороши Пиренеи? В Пиренеях хорошо и летом, и зимой. Вот это один из горнолыжных склонов. А летом здесь можно ходить. Эти места хороши как для пешего туризма, так и для хайкинга, продвинутые маршруты или маршруты только для начинающих. Мы сегодня тоже походим. Сегодня облачная погода, но как раз хорошо для того, чтобы подвигаться в горах. Итак, подготовился Алексей? Вамос! Высота у нас здесь 1833 метра. И сейчас мы поднимемся вон туда вот повыше, где-то, наверное, на 2000 выйдем. Ну а здесь коровушки с телятками и бычок всех пасет. И это место так же, как в Альпах, коровки с колокольчиками, или в Астурии. Шикарное, красивое местечко. А вон там вдали пасутся лошади. Пока мы шли к началу нашего маршрута, просто любовались видами. Вокруг пастбища, зеленые склоны и всюду коровы и лошади. Они свободно пасутся здесь все лето. Многие из них принадлежат, как нам рассказали, местным фермерам, которые выгоняют животных высоко в горы, туда, где трава свежая и прохладный воздух. У каждой лошади колокольчик на шее, и вся долина будто наполнена музыкой. Эти стада собираются сами по себе, по привычке, по запаху, по рельефу. Мы шли неспешно, в полном спокойствии, наслаждаясь этим деревенским ритмом. Ничто не предвещало перемен, впереди нас ждала тропа, и наше восхождение только-только начиналось. Смотри, они знают, где нужно, что нужно у водички, у водопоя. Трава есть. Красавцы. Маленькие же ребята. Деточки такие красивые. Красивые детюли. Вамос, Алексей, как тебе? Вамос, С палками легче? Слушай, значительно. Рекомендую всем. Только нужно эти вот снимать, чтобы острые были. Окей. Окей, ну. Так что мы сегодня идем в поход. Небольшой поход к красивым местам в Пиренеях. Так, чуть-чуть прошли. Прошли 50 метров и думаем, не повернуть ли нам назад. Не, ну нет, конечно. Фух, вот такой резкий подъем, мне кажется. Давно не ходили из-за жары. Вот. Дыхалочку надо разрабатывать. Фух. Ну что, поднялись на высоту 1850 метров. Взяли. Прям с нуля над уровнем моря. Ой. И вверху красивое озеро, но мы решили пройти пешком. То есть, как получится, короче. Вот так. Первый красивый водоем в горах. Звук колокольчиков, коровы бродят. Ну, тут со всех сторон. И лошади, и
Здесь вот, кстати, вот та дорожка. Она тоже ведет к какой-то станции. Там уже облака, видишь, сели. 1,5 километра. Мы рассматривали виды, любовались пейзажем, слушали звон колокольчиков, увлеклись дорогой и не сразу заметили, как облака начали сгущаться вокруг гор. Но тогда мы не придали этому значения. Все еще казалось спокойным и безобидным. Кажется, мы дошли до горной речки. Кстати, эта вода, наверное, и собирается для полива. Да? Для создания снега. Возможно. Точно. Среди гор такой, в таком ущелье. Вот, слушайте, коровы и здесь гуляют. Они, наверное, пить ходят. Слушай, она приживается прям. Бывает, заполняется полностью. Фоточку. Кажется, сегодня будет гроза. Тучка прорвалась. Тучка прорвалась. Уже гром грохочет. Мы поднимемся чуть-чуть и задерживаться не будем. Кстати, что тебе сказали местные? Местные сказали, что здесь, ну вот ребята, которые делают ружья эти водяные, сказали, что с декабря по март здесь прекрасно кататься, снега очень много. Да. Много людей и много подъемников. Ага. Место очень красивое. Место красивое, дышится легко, когда на ровный. Воздух свежий вообще. Ну да, вот очень сильно туча идет. Ну не туча, а облака. И грохот уже такой грозовой. И прохлада, явно где-то дождь. Сегодня обещали ливень и обещали грозу. Станец уже поднялся вот высоко. Все, поднялись еще выше. Смотрите, какие горы. 2000. 2000. Ой, уклон такой крутой. Кажется, не очень, но на самом деле и облака подступают. О, машина даже есть. Опа, опа. Да-да-да. Ой, поднялись почти на самую верхушку. Здесь лошади пасутся. Но у меня уже нету сил. Мои силы закончились. Где-то здесь. Но вообще очень хорошо. Прошли, ну, не более 2 километров. Но высота для меня вот приличная. Здесь топтано лошадьми. Ну, как-то так. Тренироваться надо еще больше, чем мы тренировались в Картахене. Видимо, перерыв из-за жары дал свое дело. В общем, мы поднялись в горы, делаем привал небольшой, отдыхаем, пьем воду, рассматриваем виды. А зимой здесь катаются на лыжах. Прекрасные склоны, говорят, и много снега. Вот как-то так. Много лошадей пасется наверху. Целые стада. А сейчас уже время обеда, и все местные работники поехали вниз. Мы практически одни, ну, почти одни в горах еще работают. Те, которые обслуживают вот эти вот подъемники. Но у людей обед есть обед. Это Испания, обед, сиеста. Вот как-то так. Накрапывает дождик. Алексей смотрит окрестности. Сейчас вам покажу. Алексей, ну что там видно? Францию? Не, видно вот 5 слоев гор и видно ледники. Ага. Вот этот пик самый большой. Я думаю, что мы там не видно, а вот здесь вот видно, что вот снег. дальше в этом видео посмотрим еще на ледники и на красивые водопады. Чем здесь очень хорошо в Пиренеях, что каждый может заняться чем хочет. Может рафтингом, походами, хайкингом, неспешными походами, отдых, туризм, музеи, рассматривание городов. Вот там видно по дорожке, обслуживающий персонал заезжает выше, там тоже станция есть лыжная, и тоже можно 1,5 километра вверх. Вот мы поднялись, наверное, 2 километра, не больше. И там, ну, такой уклончик просто, потому что здесь катаются на лыжах. Для лыжников это пологая гора, для хайкингов. Да. Для тех, кто хайкингом занимается, тоже пологие горы. Но для тех, кто не постоянно этим занимается, наверное, может показаться трудновато. Ну, так, в принципе, преодолимо. Прикольно. Зелененькая, прохладненькая. Горная речка. Всегда можно умыться, попить воды, поздороваться с коровкой, с лошадкой, посмотреть окрестности. Ну, как-то вот так. И проходят дни в Пиренеях.
перезагруз. Спускаемся по другой дороге. Сюрпризом на дороге. А впереди облако, которое сюда стремительно надвигается. А нам надо вниз. Вообще прикольно. Вот они, природные сюрпризы. Вскоре все изменилось, из-за хребта стремительно надвигалось плотное густое облако, оно словно катилось по склону, захватывая все вокруг. Через несколько минут вокруг стало почти ничего не видно, мы поняли, если так пойдет дальше, дорогу будет не различить, и мы можем просто не понять, куда нам надо идти. Все, пришел туман, куда выходить вообще неизвестно. Идем по склону горы. Тропинка исчезла. Мы только на звук коров идем. Такой плотный туман. И дождик моросит. Ой, надо. Да, дождь пошел. О, надо идти туда, куда идут коровы. А вот, кстати, мы и вышли. Короче, понятно, для чего колокольчики. У коров барометр, компас, а люди ориентируются на звук коров. И как бы идут. Умнички, мы пришли на ваш звук. Вы нас спасли. Хорошие коровки. Спасли нас. Да, я обрадовалась коровок увидеть, что мы вышли. Потому что там вот ничего не видно. Куда идти? Тем более, что мы здесь первый раз. Бог его знает. По какой-то велотропе экстремальными поворотами спустились вниз. В общем, у нас всегда так. Погода резко портится и дождь начинается. Очень резко. Тут, а вот теперь я понимаю, почему местные сваливали и на нас смотрели. Торменты сегодня обещали. Корзу. Ну, даже коровы не дураки, все посваливали с гор. Вот так вот. Ветер поднялся, наверное, как на Эвересте. Дует страшно. Такой туман. Видно, у тебя туман на заднем плане проносится. Дождь. Посмотри. Да. Туман, дождь, ветер, вообще, зима просто. Я представляю, что здесь зимой творится. Причем резко это пришло. Была хорошая погода, вдруг резко из долины пришла огромная туча, и ты теряешься в ней. Облако. Ой, фу, слава тебе, Господи, спустились. Коровки. Все. Да, вот такое у нас приключение сегодня было. Дружище. Лошади на дорогу. Дадите нам проехать. А это вот, типа, патруль, платите. Где деньги? Виньетка есть. Привет. Привет, красавчик. Красавчик. Красавец ты. Ух, вы какие красивые лошадки. Горные лошадки. Пасут. Ой, какие они мощные, красивые. Красота какая. Породистые такие, короткие хвосты черные, мощные ноги. Это порода какая-то. Вот кто-то, наверное, разбирается в породе. Да, мы едем в тумане. Продолжается наша сегодняшняя прогулка, но теперь уже на машине в тумане. Все медленно ползут, и вот эти вот палочки, они, видимо, говорят о том, что здесь снег бывает, да, зимой, очень наметает. Много. Местные работники сказали, что снега бывает очень много. Говорят, приезжайте кататься к нам зимой. А у вас... И спросили, откуда мы, и знают Сьерра-Невада. А Сьерра-Невада. Так что... Сьерра-Невада очень маленькая. Сьерра-Невада маленькая, да, очень. Здесь прямо... Вот такое наше сегодняшнее путешествие. Пошли в горы, заблудились в тумане. Ну, не заблудились, а просто как бы попали в плотный туман. Поникнули немножко. Чуть было не заблудились, но тут же сориентировались, услышали шум коров и спустились на их колокольчик, на звук их колокольчика. Едем вперед. А вот там ничего не видно, там плотный туман.
ничего не видно вообще. Вот молоко. Так, ну облачность у нас продолжается. Я загуглила, ну то есть поискала информацию и выяснилось, что в Пиренеях это частое такое явление, туманы. Особенно в таких вот как Бекейра-Берет. И специализированные прогнозы только это могут предсказать, как бы рассказать. То есть часто обычные прогнозы это не говорят. Причем я прочитала, что это в послеобеденное время чаще всего вот такое налетает. То есть с утра вроде бы хорошая погода. И действительно за 2-5 минут может вот такой плотный туман прийти. И особенно на высоте свыше 1500 метров. Это такое частое явление. То есть практически еженедельно такое бывает. Ну и как вот рекомендуется. И рекомендуется не смещаться с тропы, как бы даже на знакомой местности можно потеряться, иметь GPS или офлайн карту и стараться как бы снизиться ниже, и обычно туман снижается, как бы, ну, исчезает, но в данном случае он как бы не исчез. И это, ну, говорят, не то, что это вот прям туман, а это настоящее облако, то есть мы попали вот в такое облако, которое достаточно плотное, вот сейчас мы уже ниже, а все еще такая вот видимость. Поэтому берите с собой средства, карты, GPS, офлайн карты. Что? Гармин. Да, раньше Алексей брал, в этот раз мы не взяли, но мы топтались там не очень далеко. Но, тем не менее, в Пиренеях, как я уже сказала, это частое явление, возникает внезапно. И очень плотный, молочный, ничего не видно дальше 3-5 метров. Может держаться часами, особенно если нет солнца или слабый ветер. И иногда также резко исчезает. Вот такую информацию я прочитала, поэтому такая особенность здесь тоже есть. Не стоит пугаться, просто стоит себя подготовить к этому, чтобы знать. Ну, теперь мы тоже знаем. Вот видите? 11 градусов. 11 градусов на улице. Кстати, мне кажется, сразу похолодало, да, как вот все это опустилось. Ну, вот такие вот дела. И, кстати, когда мы поднимались, грохотал гром. Так что, ну, вот не знаю. Вот такие вот моменты, видите? Очень интересно. Вот эта туча, ну, не туча, вот это облако как раз и было, которое нас накрыло. Такую большую территорию она накрыла. Вот на этом сегодняшнее наше путешествие подошло к концу. В следующих видео вы увидите следующие интересные какие-то моменты. В следующих наших видео вы увидите еще интересные места, которые можно посетить в Пиренеях, чем здесь заняться, куда сходить, что посмотреть. Так что оставайтесь на нашем канале. Nos vemos! Чао-чао!